Всем привет! Меня зовут Денис Мигаль. Я создатель компании Fresh Auto. Это один из самых крупных дилерских групп в России. А также не так давно мы создали команду Fresh Auto Drift. И понятно, что с учетом масштабов нашего бизнеса, 2000 сотрудников и прочих вопросов, которые есть в бизнесе, в основном, конечно же, я поглощен делами бизнеса, а не настройками того, как рулится мой шершень. И когда происходил финал в Сочи, я как раз таки находился в Дубае. В Дубае мы занимаемся тем, что открываем компанию Fresh Auto. И вопросами между получением лицензии, получением Emirates ID и прочих вопросов, в общем-то, я завис, отдал свой паспорт и не смог прилететь, к сожалению, к парням на финал. Но это все уже сейчас лирика, уже так случилось. Это, кстати, впервые за всю мою гоночную карьеру, когда я пропустил хоть какой-то этап. Вот всегда, какой бы ни был сложный график, я находил время на гонки, находил время на команду, но в этом году так случилось. Такой получился у нас эпичный во всех смыслах финал. Вот, но сейчас мы не об этом. Практически с первого дня основания нашей команды мы поняли, что дрифт — это очень серьезная движуха, и не только в России, но и во всем мире. И вообще нам всегда хотелось, как спортсменам, быть более амбициозны, чем один чемпионат. Неважно, российский это, европейский либо американский. Но с учетом того, куда развивается сейчас вся мировая политика, сегодня уже с каждым годом, и сейчас уже с каждым месяцем реализовать какие-то международные планы становится все труднее и труднее. Но я всегда придерживаюсь принципа следующего. То есть, если ты во что-то веришь, если ты чего-то хочешь, ты просто должен это делать, несмотря ни на что, просто делать. И даже сейчас, когда вокруг такая непростая обстановка, и, признаюсь честно, уверенно могу сказать сегодня, что, мягко говоря, российских спортсменов не очень-то хотят где-то видеть, тем не менее, я сказал всем парням: ребята, наши международные планы мы все равно будем реализовывать. И сегодня мы уже начали двигаться в Дубае. За тот промежуток времени, что я там пробыл, я уже познакомился практически со всеми командами, встретился со всеми функционерами, знаю всех, кто так или иначе причастен к дрифту. Мы уже разобрались, что такое про-дрифт в Дубае, что такое, ну, так называемый стрит-дрифт. Но его так не назовешь, потому что там те же про-спортсмены гоняют. Это типа наш Жига-дрифт, только у них своя там есть движуха и специфика. И в общем и целом могу сказать следующее. Дрифт в Дубае, в Омане, ну и вообще вот в Мидл-Исте, он на самом деле очень спортивный и очень правильный. И вообще атмосфера и то настроение, с каким нас там принимают, меня максимально порадовало. Прямо в первый день, когда я просто приехал на какую-то местную движуху, меня усадили на дрифтовый Бентли, дали мне прокатиться на какой-то отжатой трешке, там посадили в какую-то зетку, говорят: чувак, давай, покажи, поедь, посмотри, что мы тут делаем. Нормально, наконец-то. Опа. Очень атмосферное место. Мы находимся на трассе Абу-Даби. Трасса Формула-1. За той стеной уже идет трасса Формула-1. Это специальная площадка под дрифт-ивенты. Это очень прикольно, здорово. В общем, мне сильно понравилось. Мы находимся в местных печатниках, очень дорогих печатниках. Здесь есть Bentley дрифтовый, здесь есть Infiniti, в принципе, у нас тоже где-то был. Вот. Денис не удержался, решил подрифтить, показать, кто здесь батя. Но, как я точно знаю, главное, чтобы не в бетон. Во-первых, меня сразу предупредили, что в спорте нет никаких политик, что любой конфликт с любыми, вообще неважно с какими национальностями, на любые темы, это сразу черная метка в паспорте, это сразу штраф огромный, и это сразу тюрьма. И в общем и целом мне недвусмысленно дали понять, что любых конфликтов надо избегать, что мы только за движ, мы всех рады видеть, мы все как бы с большим уважением к спорту, и, соответственно, поэтому welcome, но без всякой ерунды. Ну, понятно, что мы, в принципе, ни за какие политические темы никогда не топим, не топили и топить не будем. Мы говорим за спорт, и, в общем-то, мне это, безусловно, отзывается в сердце. И вот эта вот дружественная, теплая атмосфера, она реально присутствует. И это как бы в реалии сегодняшних дней, это, конечно, очень приятно и круто.
Короче, максимально гостеприимные пацаны. Дали мне тачку поехать сразу. Говорят, садись, прыгай в Бентли. Он живет, все, вот сейчас одеваю шлем и полетел. Просто вот он, дубайский дрифт. Мега радушный прием. Все открытые, все подходят, разговаривают, говорят, чем помочь, отдают свои контакты, говорят, 24/7, пиши, звони, все поможем. Ну, максимально теплый прием, я думаю, что это нам обязательно поможет. И в общем и целом, в такой дружной атмосфере, с таким понятным подходом, типа все такая братская гоночная семья, конечно, хочется приехать и просто потусоваться вместе с ними. Стоп. Я вижу, как вы уже начали писать комментарии, что все, Фреш ушел из РДС, Мигаль свалил из России, все, мы убежали. Стоп, подожди, пацаны, нет, стоп. Мы, конечно же, никуда не деваемся из РДС. У нас, на самом деле, в РДС огромные планы. Мы, безусловно, в этом году немного так, чуть-чуть жиденько, так немного, намочились. Вот, но в следующем году мы обязательно вернемся, обязательно покажем тот уровень, на который достойна наша команда. И во всех наших стратегиях развития в России, в медийке, в работе со зрителем, в гонках, в подготовках, во всем мы хотим мощно прибавить. И в следующем году хотим вернуть себе чемпионский титул и показать, на что мы по-настоящему способны. Поэтому подождите нас списывать с РДС. В РДС еще не все сказано, поэтому мы остаемся в чемпионате и будем показывать крутой дрифт. Но еще также я раскопал там чемпионат Grassroot. Это чемпионат, где едут на стоковых моторах, то есть машину можно по подвеске, по амортизации, по всему настраивать как влезет, но главная задача, чтобы на ней был стоковый мотор, без доработок. В основном в нем едут на Z-ках, на 350Z, 370Z, потому что эта платформа по их версии наиболее рулящаяся, наиболее простая с точки зрения там, доступности запчастей. Ну что, друзья, мы на Джебель-Али автодроме. Вот это хламина, говорю, пиздец. Не рулит? Гур не работает. А, ГУР не работает. Я без гура еду. Ты нормально сейчас проехал. Не, ну понятно, тебе... Вот такая вот лютая зеточка на родном VQ. Вся, короче, максимально стоковая. Только с каркасом, ну понятно, что вся сделана. Соревнования под регламент стоковых моторов. И мы решили, короче, построить у этих парней себе здесь вот такую тренировочную тачку. It's a very good series. Very good series. The big one now, I will explain to you. The big one is called Swayhan. And Swayhan is a high speed mine. Full electric, good is good. Yeah. One electric is not good. Two is good. Короче, пацанчики спорят, сколько нужно использовать ГУРа, 2 или 1. Тут 1, у нас 2, у нас на большие скорости, но я бы вообще не спорил за эту тему, потому что ГУР ставят от Volvo, а таким не гордятся. После того, как мы посетили первую тренировку вот этой Street Legal, увидели, что все в основном дубасят на Z-ках либо на Infiniti, то мы вот с этим парнем, который держит фонарик, с Лехой Гусем. Значит, три зимы я морозил жопу в Красноярске. Теперь все складывается вот так. Самый мой нелюбимый автомобиль 350Z, 370. И в итоге я окружен этими Z-ками. Мы с ним договорились, что надо купить Z-ку. И мы нашли вот эту Z-ку по объявлению. К ней много вопросов, но изначально, когда мы хотели купить Z-ку, мы думали ее корчевать. Сейчас мы решили оставить эту машину под город, под улицу, но, тем не менее, мы все равно поставим на нее нормальные стойки. Мы немного переделаем охлаждение, поставим, может быть, чуть получше радиатор. Мы поставим обязательно редуктор, мы выведем на нее ручник.
И в целом эта машина будет готова как и для обычной улицы, так и, соответственно, для, может быть, каких-то веселых покатушек. Если Леха будет хорошо себя вести, Лех, будешь на ней тоже гонять. В смысле, я думал, это мое. В общем, это наша Z-ка. Что с ней делать будем? Наша задка, мы ее доим. It's time to put your hands up, time for surrender. How it visualizes my love's defender. You're a wanted man, here everybody knows. Вот посмотри на вот это, загляни в салон. Вот если моя тачка будет выглядеть так же, мне придется убить кого-нибудь. Что, бля, вот это я не смогу перетерпеть. Это я не переживу, пацаны. Это будет сильно сложно для моих. В общем, ну вот это еще для Лехи чисто нормально будет. Под дырку, под Лехину. Дырку или пропал? Пропалку. Вот под твою палку идеально. Но вот все остальное, конечно, это Нет чувства офиса, да? чисто офиса. Чувства. Чувства, тут нет чувства ничего, тут только смерть. Ну что, сегодня у нас день тестов. Мы потратили всего лишь один комплект шин. У нас было 2,5 часа времени. Мне удалось заставить ее рулиться. Поработал с амортизацией, немножко с передней подвеской и самое главное, в принципе, привык к тачке. Да, машина немного греется, но вроде тоже нашли косяки, проблемы, свежая машина. Уже через 4 дня нас ждет гонка. В общем, я начал заниматься этой платформой также и сумел принять участие в первом своем международном чемпионате. Мне очень трудно было без наших пацанов, без Гашанчика. Вот, Гашанчик. Тебе большой привет, брат. Вот, поэтому, блин, было реально непросто, но я это сделал, и сейчас мы покажем, как это было. Grow the community of drifting, and especially the new guys in drifting. Situation is not good. В общем, в прошлый раз на тренировке машина в принципе ехала, но хотелось чуть больше оборотов на верхах. Но мы ее один раз подогрели прям до конца, и я боялся, честно говоря, неужели мотор мы не кончали. Сегодня выехал, вроде бы ребята говорят, что на стенде они настроили, накрутили много ей оборотов, какую-то полку там сделали высокую. Ну, в общем, я выехал на первый прогревочный круг, и она в принципе не может даже колеса провернуть. И в итоге на проезде выдавила просто воду. Шланг из радиатора. Скорее всего, там собирается давление. Короче, без наших механов я не знаю, как двигаться реально. Это какая-то вообще... Очень жаль. Очень хотелось как бы показать немножко себе, посмотреть, точнее, как тут ехать, но... Ну что, значит, ситуация такая. Моя машина техсход. Все, приехали. Мощности нет, никуда не едем. Но Хабко дает мне свою машину, и нам разрешили, как на ВДБ, проехать на одной машине квалификацию. Мы с Хабко вместе прошли квалу. Посмотрим, как дальше будет идти сетка. Будет очень забавно, потому что мы можем в топ-8 встретиться вместе. Но до топ-8 и мне, и ему еще нужно дойти, поэтому посмотрим, что будет дальше. А меня же сейчас ждет заезд в топ-32. В общем, постараюсь максимально проехать, но будет непросто.
обоих 2-0 и все. Ну, я тоже. Я тут кричал ОМТ, ОМТ. Вот здесь, вот, видишь, он даже не поставился. Я тормозился еще. Тормозами отрабатывал. Правой ногой. Ну вот он, раунд топ-8. К сожалению, Хабка отвалился в топ-16, а я пробился в стадию топ-8. И сейчас у меня есть возможность наказать парня, который выдавил из сетки моего друга Хабка. Хабка, за тебя сейчас буду лупить на все бабки и постараюсь выдать все, что способна твоя машина. All of those dark nights I got them breaking my back to make it out, got me feeling like rain. I ain't never need your help, I know you wishing me well, a penny for your thoughts, but seeing no change. Snap for the sun like Diddy, the richest got a mad ass son, I'm like Billy. I ain't never switch up, whole team with me, but known for my city like all ages. Set the pace as long as you finish, consumers find a way inside your business. Babble if they try to dabble in it, and they hate the fact that they may have to win it. Максимально сложно здесь двигаться без Гашана, без Сани, без наших парней. Очень трудно общаться с механиками, но в целом парни стараются. Хабка просто красавчик, постоянно помогает, спрашивает, говорит, что сделать, что прибавить, что убавить. В общем, как-то прорываемся, уже мы в раунде топ-4. Надеюсь, дальше повезет и будем биться за подиум. Слушай, блядь, при всех обстоятельствах, при том, что вначале как бы вообще техстоп был, да? Давай. Давай будем. And in third place, all the way from Russia, Dennis Miguel. Fresh auto, well done. Сегодня с утра все пошло не по плану. Машина сразу показала, что у нее нет мощности, с ней явно были какие-то технические проблемы. Не удалось проехать ни одного круга. Были 2 попытки, и выдавила прокладку, машина перегрелась. В общем, куча с ней стала проблем. Ну и, в общем-то, я был готов объявить техсход, как на помощь пришел наш друг Хабко и Хаб из Автофикса. И он сказал: Дэн, бери мою тачку и врывайся на ней на квалу. Ни одной попытки проезда на тренировке у меня на этой машине не было. Сразу поехал в квалу. Начал аккуратненько прикатываться. И, в общем-то, с каждым этапом все лучше и лучше привыкал к автомобилю. И потихонечку добрался до 3-го места, совершив небольшую ошибочку в финале. Но, в принципе, я очень рад тому, что в целом за, получается, 5-6 примерно проездов я сумел разобраться с автомобилем, даже сумел найти в ней зацеп. И в полуфинале ехал, как все говорили, с очень быстрым соперником, но везде в него упирался, поэтому доволен тем, что понимал, что делать. Конечно, мне здесь не хватает моих пацанов, механиков, Гашанию не хватает, вообще никого нет. Очень тяжело, но парни из Автофикс максимально поддержали, там крутили давление, что-то делали, все, что я им говорил. И, в общем, все, что говорил, работало. Поэтому круто. Первая наша победа на чужбине. Я уверен, что дальше будет больше. Обязательно постараемся привести и на этот чемпионат, и на другие наши чемпионаты всю нашу команду. Ну а в этом сезоне, конечно, мы хотим еще здесь подвигаться, пошуметь, проехать, постараться в этом чемпионате 1-2 или сколько получится этапов на вот этой черной, не знаю, как ее назвать. Кто-то мне сказал Black Mamba, она или Black Manda, короче, как-то ее зовут так. Вот. Ну и, конечно же, хочется привезти сюда свою бэху и проехать в про-чемпионате, и еще попробовать проехать в Омане. Посмотрим, что из этого получится, но мне здесь очень нравится, максимально теплый прием, очень дружные ребята. Все знают нашу команду, это, конечно, не может не радовать. Смотрят наши ролики, и это тоже очень круто. Специально для этих пацанов мы теперь будем делать английские субтитры, да, Леха? Хорошо. Или будем говорить по-английски, я не очень умею, но буду пробовать. Hello, how are you? Good? Good, окей. Вот и весь мой английский. В общем, все будет круто, будем гонять, а сегодня празднуем 3-е место.